Если мы ее прикладываем чуть выше, у нас образуется новая геометрия, новый красивый рисунок. Или же вот таким образом. Вы видите, какие ромбы. Такая чудесная подружка ни разу не перебила. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня я решила вам поделиться о своих планах на ближайшее время, о своих творческих планах. Но ввиду того, что наступил Новый год, возникло желание создать коллекцию. Коллекцию на весну, на начало весны, курточек, пальто и чего-то тепленького. Ну и, конечно же, эту коллекцию создавать вместе с вами, а также с интернет-магазином Zana, потому что я зашла на их сайт. В разделе теплых тканей я увидела там очень много интересного. Ну, в частности, шерстяной ладен, который меня и заинтересовал. Великолепные, красивые, яркие, сочные ткани. Потрясающая расцветка, что как раз и модно, и в тренде. В этом сезоне нам предлагают мировые модные дома. Геометрия, зигзаги в стиле Миссони. Вот вы видите. Все это сейчас очень актуально. Мы с вами знаем, что в моде крупный принт, цветы, клетка. Ну а сейчас в моду пришел такой ковровый стиль. И уже на улицах европейских городов стали появляться модницы вот в подобных оригинальных пальто, накидках, кейпах, пончо. Ну и мы, конечно же, с вами будем следовать в ногу со временем. И вот как раз под мою идею создать весеннюю коллекцию у меня тут же появились эти потрясающие ткани из интернет-магазина Zana. Кстати, на каждую ткань ссылочка будет также в моем описании под видео. Я заказала, выбрала от души, потому что все понравилось, сложно было выбрать конкретно что-то одно, хотелось всего и побольше. Ну и эти ткани у меня, и восторга моего творческого, просто восторг был без границ. Сейчас мы с вами приступим к этим тканям, и вы подробно увидите, сами убедитесь, насколько в них заложен потенциал творческий, как много можно интересных компоновок сделать, как много идей вот буквально сразу ткань нам прочитывает. Пожалуйста. Вот перед вами первая ткань. Шерстяной ладен вот с таким чудесным зигзагообразным геометрическим рисунком в сочетании желтого, серого, черного, прекрасно подобранных между собой, даже можно сказать не желтый, а такой горчичный цвет. Очень красивое сочетание. И начинаются чудеса. Я беру в руки ножницы, и эта ткань начинает с нами играть. Вот что мы делаем. Хоп! У нас получился вот такой шикарный край, который прекрасно компонуется с различными цветами. Вот, к примеру, я подобрала такой цвет, потом серый цвет, может быть и горчичный цвет, и серый. Это у меня были подкладочки под рукой. Ну, а также, конечно же, может войти и черный цвет в нашу компоновку с этой тканью. То есть различные варианты по сочетанию. Это может быть теплая ткань, может быть плащевка.
и по зигзагу может проходить стежка, и это может быть какая-то интересная, красивая курточка. Но также вот вы видите полоса, которую я убрала, если мы ее прикладываем чуть выше, у нас образуется новая геометрия, новый красивый рисунок. Или же так, вот таким образом. Вы видите, какие ромбы. То есть здесь потенциал у этой ткани просто фантастический. Настолько ткань оживает и сама подсказывает различные оригинальные креативные варианты. Это может быть таким образом, а может быть полоса на однотонной ткани пальтовой, как украшение, как орнамент. То есть, ну, различные варианты. Может быть вот каким-то таким образом. То есть потенциал ткани потрясающий. Она просто оживает в руках. Она вдохновляет на творчество. И, конечно же, с моим желанием создать коллекцию у меня тут же родилась первая моя модель к этой коллекции. И конкретно к этой ткани сейчас я вам эту модель продемонстрирую. Вот эта модель уже у меня вот такой чудесный беретик. Но это не все. Сейчас вы увидите, продолжение следует. Вот такой, по ходу дела, может быть оригинальный шарфик к моему беретику. Ну и на моей подружке вот тоже получился комплект сегодня. Шапочка и шарфик. Шапочка с отворотиком, такая мягкая, красивая. И шарфик, который я сделала, используя вот эту вот возможность соединять ткань в ромбы. Вот этот чудесный рисунок зигзаг, который у меня в итоге воплотился вот в такой шарфик. И шапочка также очень красивая. Здесь 5 клиньев. И они по форме нашего зигзагообразного рисунка прекрасно, очень быстро и легко выкладываются. Если вас заинтересовали эти комплекты, и шапочка, и шарфик, и беретик, то вы можете написать в комментариях, и я обязательно сделаю подробный обзор, покажу вам схемы, все в размерах, чтобы вы смогли вместе со мной поэтапно отрабатывать коллекцию. Вот подоспела с пылу с жару шапочка. Ну, будут и еще варианты, будут и юбочки, и курточки, и пальто, много чего в планах, и сарафаны, и брюки. То есть желаний много. Ткани, кстати, по доступным ценам. Вы сможете все подробно, всю информацию посмотреть по ссылочке у меня под видео. Ткань эта, вы видите, она двухсторонняя. С одной стороны присутствует на ткани ворс, она такая мягенькая, пушистая, а другая сторона очень фактурная. Она вот видно вязка, рисунок, то есть такой более яркий, насыщенный. И ну, мне нравятся обе стороны. И вот в моем беретике я как раз и использую внизу окантовочка берета проходит второй стороной ткани. Большой плюс в этой ткани то, что
она не сыпется. И вот возможность оставлять вот такой вот резанный край. И вот вы видите, я на шарфике сделала бахрому. Очень много плюсов и положительного в этих тканях, в этом шерстяном ладене. Еще хочу добавить, что ткань очень мягкая, она не жесткая, не грубая. Можно будет делать различные мягкие такие драпирующиеся фасоны. Может быть и летучая мышь использоваться в пальто. Поэтому потенциал у этой ткани очень большой. Вы сейчас убедились. Так, приступаем к следующей ткани. Такая же ткань, только немножко в другой расцветке. Вот здесь появляется сочетание красной полосы, такая желтенькая, беленькая. Я таким же образом отрезала наш зигзаг. И вот вы видите, те же самые интересные появляются красивые варианты. Ковровые такие расцветки, зигзаги. И все это можно будет делать в наших пальто, в наших куртках, в накидках, в сарафанах. Подобрала ткань. Также вот под рукой была подкладочка. И очень красиво. Вот цвет слоновой кости сюда вписывается. Ну и, конечно же, красный. То есть здесь можно сочетать несколько цветов. Допустим, красным курточка будет или пальто заканчиваться. Это может быть такой верх, кокетка, воротник. Ну, это мы с вами еще поиграемся. У нас, вы видите, раздолье для творчества и для идей. Шапочка уже получилась. Теперь хочется сделать тепленький вариант, пока еще зима. Вот хочется утеплить какую-то куртку объемную и пройти, отстегать ее вот по этому зигзагу, так чтобы застежка перешла на плащевку. Мы все эти нюансы будем в дальнейших видео разбирать. Так, далее эти ткани с зигзагами я убираю. Сейчас появится следующая красота. Вот такой потрясающий рисунок. И я приобрела эко-кожа вот с таким утеплителем, можно сказать, на меху. Мне понравилась эта ткань, и я думаю, почему бы их вместе не соединить, как вариант какой-то интересной куртки. И мне захотелось вот из этой нашей ткани брать и вырезать фрагменты, допустим, вот такая деталь, крупный квадрат, разные участки из этой ткани, и их можно будет нашивать на наш кожзам. Опять же, это пока только вот такие мысли возникли, но мне видится, что будет очень даже интересно. Это все у нас должно быть вот настолько классно оно может быть на этом, или же курточка, или же плащик. Подобный прием я буду обязательно использовать в своей коллекции. Посмотрите, как красиво оно все может сочетаться с джинсовой тканью. Ну, вот как идея для следующих моделей. Такой пичворк получается. Ткань такая архитектурная, градостроительная. Вот смотрится, как будто бы кварталы, вид с птичьего полета. Вот здесь вот улицы, дома, дороги. То есть такая интересная архитектурная геометрия присутствует в рисунке этой ткани. Очень вдохновляет. Также с большим потенциалом вы увидели. Следующая ткань из магазина Zana. Вот
такой интересный принт. Что-то нереальное. Вот этот вот цвет зеленый, необычный, в сочетании с фиолетовым. Очень фантазийный рисунок. И я сейчас вижу, что его также можно фрагментами вырезать из ткани и компоновать, дополнять с однотонными тканями. А можно и сделать полностью пальто, к примеру, или жакет, кардиган из этой ткани, без компоновок. Мягкая, свободная под пояс, без застежек на кнопках, или же, может быть, с какими-то красивыми пуговицами, подобранными в цвет этих тканей, присутствующих в рисунке. Поэтому ткань также фантастическая, что-то, нечто. И опять же, вот вы видите, сторона с ворсом, таким мягким, пушистым, приятным ворсом. Ткани не колючие, приятные на ощупь, слегка пружинит ткань в двух направлениях, нет такой сильной эластичности, легкая эластичность ткани. Поэтому ткань держит форму и одновременно мягкая, не очень толстая, не грубая. Можно эту ткань также, кстати, утеплить и простегать вот по форме рисунка объемно, и будет что-то теплое зимнее. А можно более тонкие пальто вот на подкладке, а можно двухстороннее сделать с красивыми кантами. У меня есть видео подробное, как правильно делать канты на двухсторонней ткани и на двухстороннем пальто. И вы можете с этим видео ознакомиться по ссылочке. Называется «Швы в стык». Этот же прием можно также использовать в наших тканях. Ткани я получила, рассмотрела, вдохновила, надеюсь, и вас. Но теперь по ходу дела, вот по ходу изучения ткани, я уже далее буду понимать, что мне нужно подбирать к этим тканям, пуговицы, фурнитуру. Также в этом магазине богатейший выбор фурнитуры. И вот мне в завершение к моей покупочке еще презентовали такие чудесные ручки закройщика, которыми можно рисовать по ткани, и потом паром эта линия легко убирается. Вот, к примеру, вы видите, как ручка рисует по ткани четко, и паром, утюжком эти все линии уходят. Так тонко и аккуратно невозможно нанести мылом вот подобные линии. 15 гривен их цена. Эти ручки только в интернет-магазине можно приобрести. Поэтому заказывайте, знакомьтесь с ассортиментом. Прекрасный выбор, прекрасные ткани. Мне очень понравились. И респект и уважение руководителям интернет-магазина Зана за прекрасно подобранный ассортимент и за этот магазин, с которым я планирую дружить и создавать коллекции вместе с вами. Новые курточки, пальто, все это впереди. А сейчас ваше мнение в комментариях, будем ли мы делать подробный разбор наших моделей головных уборов со схемками, с размерами, ну и с раскроем и пошивом. Пожалуйста, пишите. Ну а сейчас мы с моей подружкой, которая сегодня мне составила компанию, с вами прощаемся. До скорых творческих встреч на моем канале. Пока-пока! Такая чудесная подружка, ни разу не перебила, все время молчала. Ни одного совета не сказала. Обычно подружки всегда говорят, что-то мне не нравится, а эта такая хорошая, все время молчит. Ладно, дорогие мои, всего вам доброго, до скорых встреч!